Как стало известно информационному агентству Prime Crime, вчера в Сочи состоялись похороны вора в законе Бориса Апокелы, скончавшегося в ночь на 8 апреля в ИК-5 Пензы. Гроб с телом усопшего был предан земле на Успенском кладбище рядом с могилой сына, также вора в законе, Жулена, трагически погибшего на стрелке в далеком 1999 году. После Минаго, которому 86 лет, из воров Апокела был старейшим. Когда за идею стали сажать, он, подобно другим, не уехал из страны и не получил бронь от чекистов. Мало кто верил, что за стариком придут, а потом дадут реальный срок, больший, чем давали некоторым, кто годился ему во внуки, но это случилось. Признав за собой воровской статус, Апокела свидетельствовал против самого себя, максимально упростив работу судье. В итоге вынесенный Мособлсудом приговор 8 лет для Апокелы фактически был как смертный. Свою участь вор принял смиренно и запретил тратить деньги из общака для ее смягчения, потому что считал, что другим они нужнее. По словам родственников, как бы ни печально это звучало, уходя на этап, Апокела даже не имел теплых вещей, а значит обрек себя на верную смерть. Упирая на возраст и букет недугов, которыми страдал Апокела, преданные долгу тюремщики пытались склонить его написать отказ от идеи в обмен на досрочное освобождение по болезни. У Апокелы были все болячки, присущие человеку его лет и образа жизни, начиная с цирроза печени и заканчивая раком предстательной железы, за исключением, пожалуй, глаукомы. Подсунутую ему на подпись бумагу Апокела порвал. Неудивительно, что Апокелу уважали даже надзиратели. Чего уж говорить про арестантов, которым посчастливилось узнать его лично. В холодной одиночке, где держали вора, у него начала опухать левая нога. Впоследствии она деформировалась настолько, что в гробу на нее не смогли даже надеть туфлю. В конце концов, закаленный еще вьюгами Воркутлага организм, пережив зиму, не выдержал и досрочно освободил душу от дальнейших страданий. В среду тело было доставлено в Сочи. Всю ночь на четверг у гроба читали заупокойную. К утру двор утонул в цветах, которые люди продолжали нести вплоть до дня похорон. Венки прислали воры: Рома Хмаладзе, Леван Маргия, Женя Веселый, Ика Хуту, Тему Маколя, Гилани Седой, Шалва Хонский, Дату Сургутский, Амиран Ибралидзе, Важа Беганишвили, Коба Ахвледиани, Малхас Аптиаури, Шакро, Артур Гарибян, Гочо, Гия Картвелишвили, Тенго Пирвели, Гурам Сванидзе, Мамука Апакия, Тимо, Руфо, Пака, Пейза, Гия Мепория, Зап, Лаша Джачвляни и Лаша Джалого. Лаша Шушанашвили, обшмонавший Апокелу в 2008 году, цветов не прислал. Если не совершит чего-то более выдающегося, этим он и запомнится. Помимо персональных венков от собратьев, были венки от братвы, по которым можно изучать географию. Также был венок от шансонье Славы Медяника. Присутствовавший там же прошляк Ваха Пшеница плакал навзрыд. Из действующих воров в законе лично проститься с Борей осмелился приехать из Москвы только Бадри Кагуашвили. В доме семьи умершего он появился накануне похорон чуть за полночь, в сопровождении свиты из 2 десятков нукеров. Ответ на вопросы, застывшие на лицах старых крадунов, зачем вору столько охраны, знал только сам Бадри. Как бы отвечая и на него, наклонившись к Апокеле, Бадри произнес: «Прости нас всех». Потом, посидев несколько минут за общим столом, встал, еще раз подошел к гробу и долго, приняв задумчивую позу, смотрел на покойного. В заключении Бадри назвал Апокелу человеком, который, неся свой крест, принял смерть за всех нас. Наверное, как никто другой, Бадри знал, о чем говорит. Апокела был одним из последних классических воров и среди своих нынешних коллег стоял особняком, потому что время таких, как он, прошло полвека назад. Он вошел в семью, когда идея переживала самый драматичный период своей истории. Под гнетом хрущевских репрессий воров тогда осталось считанные единицы, и принять сан было сродни подвигу. Как следствие, Апокела прошел все уровни карательно-репрессивной системы и нигде не дрогнул. В 1976 году в Краснотурьинске, как и положено вору, зарезал суку Дерлова. В «Белом лебеде», где его травили хлоркой, Апокела поймал рак горла. После освобождения опухоль удалили, но на ее месте осталось отверстие величиной с 5-копеечную монету советского образца, через которое он, наперекор смерти, потом курил. Апокела пережил несколько поколений своих воспитанников, начиная с Джунгли и заканчивая Алхасом и Астамуром, расстрелянными в 2019 году в Сухуми, которыми он гордился.
В Абхазии, где он жил до отъезда в Россию, к нему относились ни много ни мало, как к потомку царей Анасидов. Всем своим существом Апокела всегда и везде показывал, что преступный мир, к которому он принадлежал плоть от плоти, не просто сборище безнравственных подонков, способных ради наживы на что угодно, и уж точно не якшался с теми, с кем это не принято. Раньше воры были явлением сугубо тюремным, и умереть вором по-настоящему можно было только в тюрьме. Поэтому воры, умершие в неволе, принадлежат к отдельной когорте мучеников, которых братва будет чтить, покуда жива идея. Апокела в этом ряду по праву занял свое почетное место. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Чтобы получать уведомления о новых видео, нажмите на иконку колокольчика. Буду благодарен за вашу поддержку.